Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам сегодня предложить вместе со мной закончить вот это вот колье. Одну часть я уже сделала, а вторая только вот в таком состоянии. Она готова к тому, чтобы превратиться вот в такую вот красивую, изящную вещь. Обычно я стараюсь так не делать. Я сначала подготавливаю полностью изделие, а потом только выношу уже на ваш суд. Ну, сегодня у меня получается так, что не очень хватает времени, поэтому вот это колье мы будем заканчивать с вами вместе. Я сначала покажу вам, как набирать вот эту вот дорожку, а потом мы будем заниматься оплеткой. Плела я вот эту вот дорожку на леске, но это не самый лучший вариант. Лучше, конечно, если у вас будет нитка хорошая, плотная, потому что видите, как ее от лески крутит. Хотя в конечном варианте это не страшно, оно выпрямляется, но все равно у меня просто не повезло и попались вот эти вот бусиночки маленькие с очень маленькой дырочкой. По этим бусиночкам нужно будет много раз проходить, поэтому я сделала на тонкой леске, а уже потом оплетку я делала на мононити. Давайте я расскажу, какие я использовала материалы. Вот эта бусина 6 на 8 миллиметров. Вот эти вот бусинки, вот они применяются вот здесь и вот здесь. Это 3 миллиметра бусинка. Такие бусины, вот, чуть-чуть большенькие. Вот они. Ее размер 4 миллиметра. Также я использовала вот такие вот маленькие кристаллы. 2 на 3 миллиметра. И вот такой вот кристалл, вот, 4 на 6 миллиметров. Ну и так давайте я вам покажу, как я плела вот эту дорожку. Плела я ее на 2 иголках. Я сейчас взяла тоненькую нить, чисто вам показать, как делать набор. Если вы будете делать на нити, то нить обязательно берите хорошую, прочную, или, ну, уже так, как я, на леске. Значит, первый наш набор — это 4 бусины 3 миллиметра. Вот, 4 бусины. В последнюю из них мы заходим иголкой вот так вот. То есть 2 иголки друг навстречу другу прошли. И у нас с вами получился вот такой вот крестик. Теперь 2 иголками. Можно 2 сразу или по одной, но заходим вот так, то есть последовательно. Вот в эту вот длинненькую бусину. И подтягиваем. Дальше делаем вот что. Одну бусинку 3 миллиметра набираем и проходим в нее вот так друг навстречу другу иголками. На каждую иголку набираем по одной бусине 3 миллиметра. И следующая бусина проходим навстречу друг другу. И вот у нас с вами получился второй крестик. И точно так же 2 иголками мы заходим в бусину вот эту продолговатую 6 на 8 миллиметров. Подтягиваем. И дальше мы продолжаем плести все то же самое до самого конца, до нужной нам длины. У меня в ряду получилось 12 вот таких вот бусин. То есть мы набираем одну бусиночку 3 миллиметра, друг навстречу другу иголками проходим. На каждую иголку набираем по одной бусиночке 3 миллиметра. И одна бусинка общая, друг навстречу другу идут иголки. Дальше мы одеваем бусину 6 на 8. И сейчас я покажу, как мы делаем угловой крестик, где будет наше колье разворачиваться. Мы набираем одну бусину, проходим в нее с 2 сторон иголками.
Потом на одну из иголок мы набираем сразу 3 бусинки. Вот так. И в последнюю, то есть в третью бусинку мы проходим второй пустой иголкой. То есть мы на нее ничего не набирали. И вот так вот мы на одну набрали 3. И проходим второй иголкой вот сюда. И вот у нас с вами получился разворот. То есть наше следующее будет плетение. Мы сразу, смотрите, набираем сейчас бусинку 6 на 8 миллиметров. И наше колье пошло, смотрите, вот в эту сторону. И дальше набираем все так же, как мы набирали здесь. Ну а сейчас давайте приступим к оплетению. Вот наш разворот, о котором я говорила. Смотрите, я плела отсюда. Вот это конец нитки, где я пришла к нашему квадратику. Вот он. Тот наш разворот, который я вам только что показала. Плести я буду вот с этого конца. Здесь мы встретимся. И украшение для этого колье, как мы будем его украшать, уголочек делать, я еще не придумала, и мы придумаем его вместе с вами. Дальше я плету на одной иголке мононитью. Плести мы будем из этого вот квадратика. И чтобы у нас получилось одинаково, мы должны определиться. То есть внутренняя сторона нашего колье, вот, она состоит из бусин. То есть нам нужно выйти иголкой вот в эту сторону. То есть если я прикреплюсь где-нибудь вот тут, вот я нитку беру, смотрите, и завязываю просто вот здесь вот на нитке. То есть я подошла под леску и просто-напросто беру и завязываю узел. Вот так. И что мы с вами постановили? Что нам нужно выйти из вот этой бусины вот сюда, в сторону центра. То есть, чтобы попасть в эту бусину, нам нужно будет пройти, смотрите, по вот этому вот крестику, пройти так, чтобы выйти в сторону, во внутреннюю сторону нашего колье. То есть мы проходим, прямо по дырочкам проходим сюда и в следующую бусинку, вот так. Ну и смотрите теперь внимательно, какой у нас набор. Он будет повторяться все время. Мы набираем 4 бусинки 3 миллиметра. Вот, мы набрали 4 бусинки 3 миллиметра. И я прохожу. Вот наша ниточка выходит. С этой же стороны мы обходим бусинку и заходим с этой же стороны. Смотрите, вот нитка выходит сюда. И отсюда, с этой же стороны, мы заходим вот сюда. То есть мы оплетаем нашу бусинку. Вот. Вот что у нас получается. Теперь я делаю такой набор. 2 кристалла 2 на 3. 1 кристалл 4 на 6. И еще 2 кристалла 2 на 3. И теперь заходим в ту же бусинку, из которой у нас нитка вышла. Вот. То есть мы по кругу нашу бусинку обошли. Заходим и хорошенечко подтягиваем. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы проходим в первую бусинку из вот этих 4, которые мы только что набрали. Вот. Мы в нее зашли иголкой. И набираем одну бусинку 3 миллиметра и одну бусинку 4 миллиметра. Вот так. И заходим, смотрите, вот у нас крестик, который был первоначальный. Вот он. Мы заходим в боковую сторону, в боковую бусинку вот этого крестика.
проходим в ту бусинку, из которой выходит нитка, и сразу в соседнюю, то есть вот так вот. Я вам сейчас покажу это дело на бумажке, нарисую. Мы с вами, смотрите, вывязываем вот такие вот крестики. На каждой бусинке мы вывязываем крестик, то есть мы прошли в соседнюю. Следующий наш набор будет бусинка 3 миллиметра и бусинка 4 миллиметра, вот так. И смотрите, мы заходим дальше. Вот мы набрали с вами наш крестик новый, да? Мы заходим в боковиночку, в бусинку, из которой выходит нитка, и сразу в следующую, вот так. И делаем то же самое. Набираем одну бусинку 3 миллиметра. Одну бусинку 4 миллиметра. И точно так же заходим вот в эту боковую бусинку от нового крестика. Вот крестик наш. Мы заходим сюда в боковиночку, в ту бусинку, откуда выходит нитка, и сразу в соседнюю. Опять вот так вот проходим через 3 бусинки. И теперь наш набор немножко будет отличаться. Видите, о чем я говорила? Очень туго идет. И теперь смотрите, когда у вас уже 3 больших бусинки одето, мы делаем вот что. Вот наша нитка выходит из 4-й бусины. Вот мы с вами 4 набирали. 1, 2, 3, 4. Вот наша ниточка выходит. Мы берем одну бусину 4 миллиметра и заходим точно так же, как мы заходили в боковичок. Вот в эту бусинку. И вот наш крестик между бусинами, который... И вот в эту боковую грань. И подтягиваем все. Я пробовала сделать здесь полноценный крестик, но оно смотрится некрасиво. Вот так вот гораздо лучше. И теперь смотрите, сразу же по ходу нитки мы заходим в дырочку. Вот как выходит нитка, сюда и заходим. И делаем все то же самое. Набираем 4 бусинки 3 миллиметра. Набираем 4 бусинки 3 миллиметра. Вот нитка выходит сюда. С этой же стороны мы заходим вот в эту бусинку. Вот. Хорошенечко подтягиваем. У нас образуется вот такая вот дуга. Дальше набираем 2 кристалла 2 на 3. 1 кристалл 4 на 6. И еще 2 кристалла 2 на 3. И заходим вот теперь по кругу, вот в эту же самую бусинку, из которой выходила нитка. И вот смотрите, наша ниточка вышла. Вот. Мы заходим в первую бусинку нашей дуги. Вот наша дуга. 1, 2, 3, 4, которую мы набрали. Зашли в первую же бусинку. Зашли в первую бусинку и набираем бусинку 3 миллиметра и бусинку 4 миллиметра. И заходим, вот смотрите, вот наш предыдущий крестик, крестик, который соединяет 2 наши длинные бусины. Вот боковичок, боковая бусинка, которая возле кристаллов. Мы заходим в нее вот так со стороны кристаллов. Проходим сразу в ту бусину, из которой выходит нитка, и в соседнюю. То есть вот так вот. И хорошо-хорошо подтягиваем. Дальше набираем бусина 3 миллиметра, бусина 4 миллиметра. Заходим в бусинку, вот. Видите, вот у нас крестик образовался. Вот мы заходим в боковую, в ту, из которой выходит нитка, и в следующую. Вот так. Опять набираем 3 миллиметра, 4 миллиметра. Заходим в боковую, в ту, из которой выходит нитка, и сразу в следующую.
И смотрите, у нас раз, два, три больших бусинки образовалось, поэтому мы набираем одну бусинку 4 миллиметра и заходим в боковинку, в ту, откуда выходит нитка, и сразу вот наш следующий крестик, который, вот он наш крестик, который соединяет большие бусинки. Мы заходим в его боковушку, вот так. И сразу по ходу плетения выходим вот сюда, на вот эту вот сторону. То есть, в принципе, ничего сложного нету. Мы оплетаем вот так вот каждую бусиночку. И давайте я вам на всякий случай нарисую вот такой вот. Если вам будет непонятно, вы сделаете себе такой небольшой скриншотик. Вот смотрите, мы с вами сделали, набрали сначала вот эти бусины, потом набрали наши кристаллы. И вот мы вышли вот сюда. Вот наша нитка вышла. Мы проходим сначала вот сюда, вот в первую бусинку. Набираем маленькую бусинку 3 миллиметра, 4 миллиметра. И проходим вот сюда ниткой, смотрите. Вот сюда и выходим вот сюда. Здесь мы опять набираем, вот мы вышли. Мы набираем опять 3 миллиметра, 4 миллиметра. И проходим вот сюда, вот в эту маленькую бусинку. И заходим мы в ту бусину, вот, видите, отсюда нитка выходит, сюда заходим, сюда, и проходим следующую. Здесь мы опять набираем маленькую бусинку, большую бусинку, и проходим вот сюда, вот в эту вот, выходим в эту бусину, из которой выходит нитка, и заходим сразу вот сюда. И здесь мы набираем бусинку 4 миллиметра, вот это 4, 4, 4, вот эти по 3. Набираем вот эту 4 миллиметра, заходим в маленькую 3, заходим туда, откуда вышла нитка, и вот сюда вот, в боковичок вот этого вот крестика, и отсюда выходим уже вот сюда, на соседнюю бусину. А дальше я сейчас доплету до конца, и мы будем с вами сочинять окончание нашего колье. Ну вот, я дошла до нашего уголочка. Вот те 4 бусинки, которые обозначают наш угол. То есть мне осталось обвязать последнюю бусину. Ну и делаем все то же самое, что мы делали до сих пор. Набираем 4 бусинки 3 миллиметра. Заходим вот сюда. И смотрите, вот начинается дуга из наших хрустальных кристалликов. Мы заходим из вот этой бусины сразу в первый кристалл. Вот так. И тогда у нас наше колье будет закреплено не только вот этим уголочком, уже оно не перекрутится, оно будет закреплено еще и вот так вот общим хрусталиком. И набираем тогда здесь 1 кристалл 2 на 3, 1 4 на 6 и 2 на 3. И проходим вот сюда. И вот что у нас с вами вот такой вот здесь внутренний уголочек получается. Видите? Может быть, конечно, им тесновато. И для этого, наверное, нужно будет нам провязать, еще вставить вот здесь, скорее всего, бусинку. Но это мы сейчас, когда оформим окончание, мы посмотрим, как будет сидеть на шее колье. Может быть, нужно будет что-то вставить, или, может быть, бисерину какую-нибудь вставить, надо по размеру посмотрим. Ну, а сейчас мы должны закончить оплетение нашей последней дуги. То есть мы проходим вперед на одну бусину, набираем 3,4 миллиметра, заходим в бусинку, которая возле кристаллов, и проходим на 2 вперед. То есть вот так. Это я для закрепления уже материала.
Подтягиваем. Делаем так еще раз, то есть проходим вот сюда и на одну вперед. Вот так. Ну вот мы с вами полностью 2 дуги оплели. Если вы будете плести браслет, то уже вот смотрите, достаточно. Очень красиво получается. И не нужно вам заниматься вот этим треугольником. Ну, а я все-таки хочу сделать колье. Поэтому я вот здесь делаю еще один крестик. Делаю вот что. Смотрите, у меня здесь осталось кусочек нитки от вот этой дуги. Я иголку уже сюда одеть не смогу, поэтому я вот так немножко леской сделаю. Ну а если у вас будет длинная здесь нитка оставаться, то вы можете это делать иголкой. Вот, крест-накрест я захожу одну бусинку. Теперь смотрю, станет ли у нас здесь еще по бусинке. Я думаю, станет. То есть сюда мы одеваем одну бусиночку. И на иголку одеваем одну бусинку. И теперь мы должны крест-накрест сделать еще одну бусинку. И на этом я закреплю вот эту короткую нитку и дальше буду делать одной иголкой. Вот я делаю ее так и захожу навстречу иголочкой. Так. Вот, смотрите, уголочек у нас оформился. Теперь я пройду по кругу в обратном направлении вот этой ниткой, для того, чтобы закрепить вот этот хвостик. Да, вот поэтому нужно было оставлять, конечно, ниточку подлиннее. Так, ну хорошо. Здесь я завязываю узелочек. Так, и теперь я одеваю бусинку 6 на 8. Одеваю 4 бусинки 3 миллиметра.
захожу, вот смотрите, у меня от бусинки идет нитка, я захожу в нее вот так. То есть от бусинки захожу. Хорошенечко это все надо подтянуть. И вот у нас с вами получился такой крестик, какой был везде здесь. Значит, я должна теперь зайти опять в бусинку, вот в эту вот 6 на 8. Ну и, конечно, все это должно быть очень хорошо подтянуто. Вот я захожу сюда. Вот смотрите, я вышла из этой бусины. И смотрите, вот у меня заходит вот отсюда в бусину. То есть я должна зайти в эту сторону, вот так. И тогда у нас будет точное повторение вот этого вот крестика. Ну и теперь давайте, я не знаю, что мы будем придумывать. Сделать нам хрусталиками или сделать нам вот такой вот пеной. Так, ну все равно давайте начнем оплетать бусинами. Мне кажется, так некрасиво смотрится. Тогда, наверное, мы сделаем не так. Тогда давайте попробуем сделаем бусинками все. Что у нас получится. Вот так более гармонично смотрится. Значит, делаем все то же самое. Выходим в первую бусинку. Подтягиваем и набираем 3,4 миллиметра. Заходим вот от предыдущего крестика бусинка в эту бусинку и в следующую, вот так, в 3. Подтягиваем. Вот так. Вот. Смотрите, как красиво получается. Так, подтягиваем и... Да, вот здесь мы сейчас ставим бисеринку. Одеваем бусинку 4 миллиметра. Заходим вот сюда и вот сюда.
Ну, вот так вот я одела. Смотрите, вышла сюда, одела маленький кристалл, большой кристалл маленький, и вышла опять сюда. Теперь я прохожу вот сюда и первую бусинку из нашей дуги. Вышли мы из этой бисеринки, которая одна из первой из 4, и одеваем маленькую, большую и заходим вот так. Не в 3 бисерины, а заходим вот сюда в 2 бисериночки, вот так. Это для того, чтобы у нас получилось симметрично, то есть наш первый крестик будет состоять всего лишь из 3 бисеринок, из 3 бусинок. Вот, смотрите, вот у нас получается точно такое же плетение, как здесь. Ну и так делаем дальше. Маленькая 3 миллиметра, 4 миллиметра, заходим в 3 миллиметра, в ту, откуда вышла нитка, и проходим вперед еще на одну. Вот так. 3-4 миллиметра. Заходим вот сюда, вот так. Ну и теперь смотрите, чтобы наше колье не крутило, я думаю, нам нужно будет связать вместе вот эти 2 бусины большие. И смотрите, чтобы у нас вот это вот не поднималось, ну я не знаю, можете вы этого не делать, наверное, но я думаю, нужно, смотрите, что сделать. Нужно вот эти 2 бусины между собой связать. И связать их нужно отсюда. Вот так. То есть, что для этого нужно? Нужно пройти по кругу, выйти, допустим, вот сюда, связать, потому что в эту сторону нам выйти нужно или вот так по кругу. Ну, давайте пойдем вперед, вот сюда. То есть, мы идем по кругу. Вот сюда. Нам выйти нужно вот в эту бусину с выходом вот сюда, в сторону колье. То есть теперь мы идем вот сюда и сюда. И заходим, видите, в большую бусину. Вот так. Вот, и теперь наше колье не будет топорщиться. И тоже нам надо сделать то же самое вот здесь. То есть мы должны сделать как? Мы должны пройти теперь вот сюда, выйти вот из этой дырочки и зайти вот сюда. То есть, что мы можем пройти? Мы можем пройти по кругу. Откуда у нас выходит? Или мы можем пройти вот сюда. Короче, нам нужно выйти. Да, и идем дальше. Теперь возвращаемся по этому же кругу. Смотрите, заходим.
Вот так. Теперь туда, где у нас выходила нитка, то есть мы идем по плетению, как у нас идет нитка. То есть вы увидите, тут я не знаю уж, как это объяснить. Но нам нужно выйти вот из этой бусины, чтобы нитка выходила вот сюда. То есть дальше по кругу. И вот мы делаем вот так. Все, теперь у нас здесь стоит как вкопано. Единственное, что нам осталось сделать, поставить бисериночку вот здесь. Так, ну и чтобы нам уже закончить полностью колье, нам нужно поставить будет вот здесь между вот этими вот большими кристаллами одну бисериночку. Я прохожу опять-таки по ходу плетения. Вот я вышла в хрустальные наши бусины. И вот здесь между вот этими кристаллами нужно поставить одну бисериночку. Вот такую обычную нашу хрустальную. Хотя опять-таки это можно не делать. Но вот. Все, наше колье закончено. Ну вот смотрите, в принципе можно всего этого было последних этапов не делать, но так оно более закончено смотрится. Осталось заделать нитку, пришить цепочки-замочки. Но это уже, я думаю, я сделаю сама, и каждый из вас, если будет плести это, тоже сделает самостоятельно. На этом, друзья мои, я желаю вам всем рукодельте с удовольствием. Пусть все всегда у вас получается. Всего вам доброго. До свидания.